Ты знаешь меня? I am Iran. Я Иран. I am Persia. Я из Персии. We are an ancient people. Мы древние народы. We're not Arabs, as many think. Мы не арабы, как некоторые думают. For centuries, Iran was known as Persia. We became Веками the Иран largest был empire the известен world как had ever Персия. seen. Мы стали одной из крупнейших империй мира, когда-либо известной. Но часть нашей истории была забыта. Some of our greatness has faded from memory. Некоторые вещи из нашего величия были стерты из памяти, но пророки Библии, Даниил, Исаия, Ездра все еще помнят нашу историю. И что удивительно, еврейская Библия говорит о Персии как о народе, избранным Богом, избранным для добра и для благословения всех народов. Woven together in the Hebrew Bible are prophecies, people, В еврейской and events Библии, describing Persian в kings, пророчествах о народах, epic событиях и and царях royal decrees that changed the world. описываются также сражения, царские указы, которые изменили мир. What may surprise many today about Persian history is that the Jewish people И became что one может of the быть favorite удивительным people groups сегодня, of the Persian это то, что Empire. еврейский народ одним был из самых And любимых perhaps most групп surprising of all is how the Hebrew Персидской Bible империи. describes in И, возможно, intricate самое detail how удивительное both Persia – это and то, the что Jewish еврейская people Библия helped to fulfill в an деталях astonishing описывает promise God made как to Персию, Abraham. так и еврейский народ, которые помогли выполнить обещания, данные Аврааму Богом. The Lord said to Abram, "Go out from your land, your Господь сказал relatives, and Аврааму: your father's house, to the «Иди в land that I землю, will show you. которую I я will укажу make your тебе». name great, and all the peoples on earth will be blessed Книга through you. Бытие According to the 12:1-3. Hebrew Bible, for the promise to Abraham «И to be fulfilled, благословятся в both тебе Persian все and Jewish народы». histories had to intersect. And they did. Это Аврааму Бог дал такое обещание. И одно из самых интересных вещей – это то, что мы знаем или мало знаем. История Персии и Израиля глубоко связаны в Библии. Я изучал древнюю историю, включая персидскую историю, много лет, и я присоединил все эти археологические и библейские и классические источники вместе соединил для того, чтобы представить новую информацию. Персидская империя была определенно великой империей, когда-либо известной миру. До Персии никому еще не удавалось владеть такими огромными территориями. Империя Персии включала в себя Ирак, Афганистан, Пакистан, Турцию, Сирию, Иордан, Израиль, Египет и много-много других территорий. The city of Persepolis became the greatest city in the Persian Empire. Этот город стал великим городом Персидской империи. Удивительное место. Он включал в себя комплекс дворцов, залов, укрепленных зданий, построенных на огромной территории. Это были, возможно, одни из самых замечательных зданий. Предполагается, что аудитория этого места могла вмещать 10 тысяч человек. Со всей империи могли прийти сюда люди. И вы можете видеть эти изображения на лестницах, скульптуры,
которые представляли разные делегации из 23 стран. Это было место, где были представлены разные народы и культуры. И Библия является чрезвычайно важным источником для понимания персидской культуры и империи. Она открывает очень важную перспективу отношений Персидской империи и еврейского народа. Библия содержит 240 ссылок, касающихся Ирана или Персии. Имя Персия передано 33 раза и найдено в 6 книгах еврейской Библии. Кир, царь Персии, был перечислен 15 раз. Также Артаксеркс 12 раз. Король Артаксеркс записан 13 раз. Другие персидские народы и места, находящиеся на территории Персии, также многократно упоминаются в Библии. История Ирана и история Библии взаимодействуют на разных уровнях в течение многих веков. Это была история, начатая с призвания Авраама, которая длилась тысячелетия. While living in Jerusalem, the prophet Isaiah gave an unusual prophecy. Пророк Исаия представил необычное пророчество, которое определяет и рассказывает про Кира, царя Кира. Исаия жил около 700 года до нашей эры, и Кир еще не пришел. 150 лет спустя он только пришел. И пророк Исаия замечательно предсказал, что Господь будет использовать персидского царя по имени Кир, и он называет его помазанником. Это сказано в книге пророка Исаии, 45 глава, с 1 по 2 стих. Здесь Кир — это помазанник Божий. Эта фраза «помазанный» чрезвычайно важна. Она означает «мессия» и обычно связана с царями. Когда Исаия призывает Кира как мессию, в этом нет какого-то ритуала. Это место метафорически используется, чтобы показать, как Бог использует царей Персии для своих особых целей. Фактически, он назван Мессией, Божьим помазанником. В Исаии Кир называется Мессией. It is I, the Lord, who says of Cyrus, He is my shepherd, and he will perform all my Исаии desires. 44:28. Господь называет его своим, призывает Кира как своего пастыря, возлагает на него ответственность. Пастырь, который кормит, заботится, воспитывает и ведет. Кир это сделал в соответствии с Божьим запланированным словом. Исаия считает Кира кем-то, кто был избран Богом направлять и вести народы мира. В частности, даже его собственный народ, евреев. Никто не мог даже представить, как царь Кир выполнит обещание, которое Бог 1000 лет назад дал Аврааму. Сегодня в Иране есть большая гробница Кира. Это выдающийся памятник. Он поврежден. Эта гробница
35 футов из известного известняка. Когда Кир стал царем Персии, Вавилон был тогда большой империей, и он был расположен в современном Ираке. Еврейский народ, он находился в этой местности. И тогда они были в изгнании, когда пришел царь Кир. According to the Hebrew Bible, there were spiritual reasons why the Jewish descendants of Abraham were deported to Согласно Babylon. еврейской Библии, были духовные причины, почему потомки Авраама оказались плененными в вавилонском плене. Израиль был призван стать светом для народов. Они должны были любить Бога, подчиняться Ему, чтобы Бог не спосылал на них свои благословения. И тогда народы мира увидели бы это и пришли, познали бы Бога Израиля. И таким образом в Ветхом Завете народ Божий должен был достичь народов мира. Но, конечно же, эта история имела различные страницы. Божьи народы не всегда действуют так, как этого хотел бы Бог. И это стало препятствием для того, чтобы другие народы пришли к Богу. Об этом написано в книге Иеремия, 25 глава, 3 стих. The Lord sent all his servants, the prophets, to you time and time again, but you have not obeyed or even paid attention. He announced, "Turn, each of you, from your evil way of life and from your evil deeds. Do not follow other gods to serve them and to worship them. But you would not obey me. Therefore, this is what the Lord of hosts says. I am going to send for my servant Nebuchadnezzar, king of Babylon. This whole land will become a desolate ruin, and these nations will serve the king of Babylon for 70 years." Nebuchadnezzar was the greatest of the Neo-Babylonian kings. He began ruling in 605 BC. Навуходоносор был величайшим правителем. Он начал править в 605 году до нашей эры. Навуходоносор напал на Иерусалим, и у нас сейчас нет прямого подтверждения этому. Но в 597 году до нашей эры было его нападение повторное, которое разрушило храм в Иерусалиме. Даниил и его соратники были среди тех, которых царь Навуходоносор захватил и депортировал. Подросток Даниил, или юноша, он оказался в Вавилоне. Была депортирована большая часть еврейского народа. Они примерно шли 5 месяцев торговым путем, пока не пришли в город Дамаск. В районе рек Тигр и Ефрат. В книге Псалма 137, 1-2 сказано, что мы были возле рек Вавилона и плакали. After almost 70 years of exile in Babylon, the elderly prophet Daniel read words from the prophet Jeremiah. После 70 лет пленения и изгнания в Вавилоне, пророк Даниил прочитал слова, которые заставили его задуматься. Он прочитал о том, что пришло время закончиться пленению евреев в этом месте. Он читал пророчество книги пророка Иеремии, и там говорилось, что через 70 лет народ Израиля вернется на свою землю. Это написано в Иеремии 29:11.
So Daniel began to pray. So Даниил I, начал Daniel, молиться. turned my attention to the Lord God to seek him by prayer and petitions with fasting, sackcloth, and ashes. I prayed to the Lord my God and confessed, we have sinned, done wrong, acted wickedly, rebelled, and turned away from your commands and ordinances. We have not listened to your servants, the Он prophets, молился о who том, spoke чтобы in your эти name to слова, our kings, сказанные в leaders, пророчестве fathers, Иеремии, and all the people of the land. исполнились. Lord, hear. Lord, forgive. Lord, listen and act. But how? How would a return home be possible under the mighty grip of the Но Babylonian Empire? как вернуть According евреев to the Hebrew обратно Bible, King Cyrus called из the Anointed, могущественной and the Messiah Вавилонской of God империи? would change everything. И тогда пришел царь Кир, тот самый помазанник. Кир был замечательным полководцем. При нем империя процветала. Это был 539 год до нашей эры. After conquering Babylon, Cyrus issued a decree that completely changed the way kings ruled, После conquered завоевания peoples. Вавилона Кир And that полностью foreign policy would изменил begin to open the way все, for что God's было в promise нем. of blessing to the world to be fulfilled. И в частности внешнюю политику. Одна из самых важных находок древней археологии был цилиндр, который был обнаружен в Вавилоне в 1870 году. И он записывает указ, изданный Киром при его въезде в город Вавилон в 539 году до нашей эры. Этот цилиндр из глины, написанный на аккадском языке. Он был обнаружен человеком по имени Расум, работающий в Британском музее. И мы знаем, что персидианцы, особенно под Киром, разрешили пленникам возвращаться в Израиль. So the Cyrus Cylinder is a very important document because it shows us how the Persians are able to successfully Этот цилиндр, он является очень важным документом, потому что он показывает нам то, что не всегда соответствовало тем традициям. Кир очень использовал успешно закон, и он разрешил людям, которые были изгнаны или депортированы, восстановиться, вернуться на свои места, поклоняться своим богам тем способом, которым они хотели. Сегодня вы можете посетить здания, исторические музеи и найти копию этого археологического подтверждения. Евреям разрешено было вернуться в Иерусалим и восстановить храм. И это удивительная и важная вещь, часть Божьего плана, который был исполнен. Книга Ездра 1 и 1 глава 2 стих описывает это. And may he go to Jerusalem and Judah and build the house of the Lord, the God of Israel, the God who is in Jerusalem. King Cyrus also brought out the articles of the Lord's house that Nebuchadnezzar had taken from Jerusalem and had placed in the house of his gods. King Cyrus of Persia had them brought out under the supervision of Mithridath, the treasurer, who counted them out to Sheshbazzar, the prince of Judah. The gold and silver articles totaled 5,400. Sheshbazzar brought all of them when the exiles went up from Babylon to Jerusalem. The fact that God uses Iran and Persia basically to
take care Бог of the captives использовал of Israel, Иран и Персию not just to bless a nation, для but to make заботы that об nation a blessing to израильтянах all и об nations, Израиле, all people on earth, is a great fact to be для remembered. благословения Even народов today in the 21st и century, наций, it's всех reported that народов земли. 70% of the population of Это the world факт, live in countries который мы where they должны do not have осознать в freedom of 21 religion, freedom of веке. worship. But in Cyrus, the great Persian 70% king, населения живет в encountered a странах very open-minded, сегодня, где tolerant нет king свободы, who allowed the people that he had conquered to worship жили. God in the Но way that Кир they wanted. So Cyrus был actually is a терпеливым king царем. who Он installed позволил freedom of народам religion and freedom of поклоняться worship. тем This is- богам, we're talking которым about они верили. Он дал им 2500 years религиозную ago. свободу, про которую мы стали говорить только спустя 2500 лет. The prophet Isaiah not only wrote about Cyrus as a Messiah of God, but also about a future Messiah Пророк Исаия who написал would не be more только than о just a Кире, man. как о Мессии For Божьем, a но также о child will be будущем born for Мессии, us, a который son был will be given больше, to чем us, просто and the человек. government will be on his shoulders. He will be named Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince Он of станет Peace. And принцем the passage мира. talks about how his kingdom will be an eternal kingdom. And it just dawned on me that this son who is to come, this child who is to be Библия born, говорит, что who, его according to царство Isaiah станет 7:14, царством will be мира, born of a virgin, царством, and he will которое be called принесет Emmanuel, свет. God with us. И он This son is родится not от just one девы prophet in the long line of prophets. и будет This называться son is going to Иммануил, be что mighty значит God, «с нами and he will Бог». establish an eternal Этот kingdom. сын не просто God used один that из King пророков, Cyrus and the он будет events Богом, around him он and the установит future вечное kings in the царство. land of Бог Persia использовал этого царя to Кира и fulfill his absolute события promise вокруг that there него will be в the Персии, Messiah, чтобы выполнить Christ, свое the абсолютное Messiah, to обещание, come on earth что and будет being Мессия basically the Savior Христос, of the world. Мессия, который придет на эту землю, и Он будет Спасителем мира. And it was Jesus who described his purpose for living. The Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many. Иисус исполнил пророчество And Исаии. it was also Isaiah the prophet who spoke of a servant of God who would suffer and die for all people. Исаия также говорил о нем, что он будет слугой Бога, который будет страдать But за he грехи was и wounded for our народов мира. transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. That message that was given to Abraham, preserved throughout the history by intervention of послание, different nations, которое including Бог дал Persians, Аврааму, fulfilled in оно the person of сохранилось Jesus на Christ протяжении in всей the bosom истории of the Israelite family, и воплотилось в prepared the личности road and Иисуса the Христа hearts and melted many hearts throughout в the израильской history. And now семье. that nation, the Persian nations and the Arabs and the Elamites and the Turks and the И Chinese and all сейчас nations are blessed today. все народы The message is simple. мира That были promise благословлены that was given to Abraham is через for это every tribe. благословение, которое Бог дал Аврааму. Теперь в нем каждый народ находит свою A few weeks радость after и the благословение. death and resurrection of Jesus the Messiah, as his После смерти disciples и were gathered воскресения in Иисуса Jerusalem, Мессии, the Bible tells us that the Spirit of God его ученики fell on them. собрались в The Spirit Иерусалиме. of God birthed Библия the показывает church нам, in the что New Дух Testament Божий times. сошел на них. The Bible tells us that Дух people had Божий come from all over the произвел world to рождение celebrate the Церкви. Jewish feast in Jerusalem. Библия But many рассказывает people нам, might что not пришли realize люди that со the всего first three мира people groups праздновать that are еврейский mentioned in праздник Acts в chapter 2, Иерусалиме. verse 9, Но многие люди Parthians, не Medes, and понимали, Elamites, are что people groups from произошло. Iran. Там были Iranian people were парфяне, present in медийницы, Jerusalem. Whether эламиты they were из Jews who Ирана. had lived in the Иранский Persian народ Empire присутствовал в since the time of Иерусалиме. the exile, or the Были евреи, God-fearing которые people, жили в Iranians Персидской that had come to империи faith in the true во God времена because of their изгнания, contacts но with the боялись Jewish Бога. community. Иранцы Nevertheless, пришли к Iranian вере в people were истинного there in Бога Jerusalem. в общении Iranians were с filled with the народом Spirit of God. Израиля.
Там были люди из Ирана, и они были исполнены Духа Святого. И мы верим, что когда иранцы вернулись к себе в Персию, они распространили этот огонь в своей стране. Иранцы приняли Евангелие, благую весть об Иисусе. Они понесли ее в Китай через шелковый путь. Китайцы верили в Иисуса. Они слышали Евангелие от персидских христиан. Поэтому я очень горжусь, я чувствую себя очень важным, служа иранскому народу, тем, что Бог использовал этот народ так удивительно для служения народа мира. Персидский ковер может быть прекрасным символом, как Бог работает в истории. Когда вы смотрите на этот ковер, одна его сторона может выглядеть грубой. Здесь узлы, нити. Это задняя сторона ковра. Но вы верите, что другая сторона ковра, она прекрасна, славна, красива, потому что там богатый узор, разукрашен разными цветами. Я верю, что нам нужно смотреть так, как смотрит Бог. С нашей стороны истории это может быть выглядеть не очень красиво. Но мы знаем, что цель Бога — благословить каждого человека, установить мир и шалом во всем мире. Царство Иисуса действительно делает красивую историю. И в один день все узоры обретут смысл. В один день мы увидим славу Бога, так же, как мы это видим на прекрасном персидском ковре.